Всем привет, друзья! С вами Ишхан. Сегодня я собираюсь взять интервью у Хироки Тачири. Он из Японии, и он один из основателей ресторана Токио, который находится сзади меня. Давайте зайдем внутрь и познакомимся с Хироки. Хироки Тачири переехал в Армению в 2017 году вместе с семьей. Помимо ресторана Токио, он занимается разными социальными проектами, помогает налаживанию связи Армении и Японии в разных сферах. Даже написал несколько книг об Армении на японском языке. Армения и Япония схожи тем, что у обоих народов есть две священные горы – Арарат и Фудзи, или тем, что оба государства являются моноэтническими. Различия, на мой взгляд, есть в рабочей культуре и в ландшафтах. В Японии это горы, лес и море, а в Армении – горы, поля и реки. Мне было интересно узнать у представителей японской культуры, что его удивляет и что привлекает в Армении. Хироки, спасибо большое, что согласился дать интервью. Мой первый вопрос. Как ты решил переехать в Армению? Тебе спасибо за приглашение. Это немного сложный вопрос, так как это долгая история. Я впервые посетил Армению в 2009 году, когда жил в Сиднее, и учился в Австралийском университете по специальности международное развитие. Мой университет был необычным, так как требовал, чтобы студент выбрал одну из развивающихся стран, поехал туда и делал там проекты. На тот момент я был очень заинтересован в России, поэтому, когда я спросил у профессора, могу ли я поехать туда, она сказала, что мест уже нет. Я посмотрел на карту и выбрал Украину и Армению, потому что я когда-то слышал, что девушки там очень красивые. Больше я о них ничего не знал. Я начал изучать больше информации об этих странах, отправлять заявки в разные организации на стажировку. Я получил ответ из одной организации в Армении. Человек, который со мной связался, попросил меня встретиться с представителем армянской диаспоры в Сиднее, который преподавал в университете Макуари. Мы встретились, он был очень приятным и познакомил меня с армянской общиной в Сиднее. Армяне, которых я увидел, мне очень понравились. Именно поэтому в 2009 году я выбрал Армению и приехал сюда. Получается, ты переехал в 2009 и остался навсегда? Или переехал насовсем в более позднее время? В 2009 году я остался в Армении только на 4 месяца. В этом же году мой местный друг и я основали образовательную общественную организацию Leadership School, в рамках которой мы приглашали различных специалистов в Армении или из-за рубежа, которые могли рассказать местным студентам о навыке лидеров. В то время я еще не чувствовал близости с Арменией, так как менталитеты были очень разными. Но за 4 месяца мне удалось познакомиться здесь со многими людьми. Именно поэтому позднее я опять вернулся сюда. Здесь в менталитете есть настоящие человеческие отношения, чего мне всегда не хватало в других странах. В 2017 году я вернулся обратно помогать Leadership School и участвовать в других проектах для развития Армении вместе с местными. Какой самый большой культурный шок был у тебя в Армении? Очень мало японцев живет в Армении, и интересно узнать, как ты воспринимаешь жизнь здесь. Честно говоря, я не думаю, что в сегодняшней Армении есть что-то, что может шокировать японцев. Ведь за последние 10 лет страна очень изменилась в позитивную сторону. В 2009 году, когда я впервые приехал сюда, мне было некомфортно в некоторых ситуациях. Я думаю, в то время большинство местного населения никогда не видели людей с азиатской внешностью. Поэтому, когда я шел по улице, многие люди пристально смотрели на меня. Мне было немного неудобно. Многие люди носили только черную одежду и не понимали моих шуток. Первый большой шок для меня был, когда я только прилетел.
Человек из организации, которая меня приняла, приехал встречать меня в аэропорту на машине. В пути машина остановилась по техническим причинам. И впервые в жизни, чтобы двигатель запустился, мне пришлось толкать машину. Второй большой шок для меня, когда я впервые посетил офис организации. Там не работал сливной бачок в туалете, и мне пришлось вручную наливать воду. Тогда я был в шоке, но сейчас уже вспоминаю с юмором. Какие культурные схожести есть у армян и японцев, если есть такие? У Армении и Японии есть фундаментальная схожесть в том, что обе страны являются мононациональными. В Японии проживает примерно 97-98% японцев. В Армении также проживает примерно 98% армян. В Японии культура такова, что если ты японец, общество от тебя ждет некоторых норм в мышлении и поведении. Если я буду вести себя по-другому, люди скажут: почему ты так себя ведешь? Ты должен делать так и вот так. Я думаю, что в какой-то степени этот фактор также похож на Армению. Еще один фактор — это то, что обычные японцы не говорят прямо, что думают. Если они скажут тебе что-то очень хорошее, возможно, внутри они будут думать что-то другое. Мне кажется, здесь тоже такое часто бывает. Иногда они говорят что-то очень хорошее, но в их сердцах и умах другое мнение. Я уже сказал, что наши страны мононациональные, но Армения более мультикультурна, так как есть много армян из диаспоры. Из Ирана, России, как ты, США, Европы. И у каждых культура немного отличается от местной. Общаясь с разными людьми здесь, я это очень хорошо чувствую. Хочу от себя кое-что добавить. В одном из интервью с тобой ты отмечал, что в армянской культуре люди нормально реагируют, когда кто-то другой делает ошибки во время обучения. В Японии же это не так. Это интересная особенность, над которой я задумался. Япония — это страна, где люди обучены всегда делать все идеально. Я бы не сказал, что это культурная особенность. Это скорее особенность в образовании. Делать ошибки очень важно в обучении чему-либо. Именно так ты быстрее обучаешься. Хироки, расскажи о том, что можно увидеть внутри ресторана. Кстати, это японский меч катана. Здесь вы видите суши-конвейер, с которого люди могут брать все, что хотят. Мы кладем суши сюда. Гостям не нужно делать заказа. Они просто могут подойти, взять, что хотят, и съесть. Это первый такой конвейер в Армении? Я думаю, что да, это первый в Армении и даже в регионе. Насколько я знаю, концепт суши-конвейера такой. Ты платишь определенную сумму и берешь то, что ты хочешь. Можешь также рассказать о блюдах, которые у вас есть? Точно. Концепт заключается в том, что здесь вы видите желтые, белые и черные тарелки. Каждый цвет имеет свою цену. Допустим, на этой тарелке будет тунец, а на другой — лосось. Ты берешь лосось на черной тарелке, которая стоит 1000 драм.
Дальше ты берешь белую тарелку с чем-то, которая стоит 500 драм. После того, как ты закончил есть, мы смотрим цвета тарелок, которые стоят рядом с тобой, и считаем их. Белая тарелка стоит 500 драм, а черная 1000 драм. В итоге 1500. Вот такая концепция. Она, кстати, очень популярна в Японии. Если ты поедешь в Японию, ты увидишь, что почти везде есть такой суши-конвейер. Я уже был у вас в ресторане несколько дней назад и заметил, что у вас есть блюда, которых нет в других японских ресторанах в Ереване. Так как у нас есть суши-конвейер, то у нас есть много суши. Суши с тунцом, лососем и другие. Также у нас есть горячие блюда. Можно ознакомиться со списком блюд на наших страницах в социальных сетях. Расскажи немного о дизайне ресторана. Ты привлекал специалиста или сам его разработал? Я очень плох в дизайне. Он был разработан моим бизнес-партнером. Он известный бизнесмен в Армении и хорошо разбирается в дизайне. Хотя он не японец, но был в Японии несколько раз. Посмотри на интерьер. Насколько все похоже на Японию. У него очень хороший вкус. Что люди в Японии знают об Армении? Есть ли известные армяне в Японии? В Японии люди мало знают об Армении и армянах. Например, Ким Кардашьян очень известна, но многие люди не знают, что она армянка. Я не уверен, что есть кто-то популярнее из армян в Японии. Может быть, Диана Абгар, посол Армении в Японии, которая также была первой в мире женщиной-послом. Но еще в Японии есть интересная фраза об армянах, и звучит она так. Многие люди верят, что основатель Японии однажды сказал: один индус может выиграть 3 китайцев в бизнесе, но один еврей может выиграть 3 индусов в бизнесе, а один армянин может выиграть 3 евреев в бизнесе. Это известная фраза об армянах Японии. Также, если ты попробуешь погуглить об армянах на японском языке, в поиске всегда рядом будет прилагательное «красивый». Я не знаю, почему так. Я прочитал в интернете, что изобретатель японской дынной булочки Мелон Пан был армянином. Это так? Очень сложно сказать. Есть и такая гипотеза, что Мелон Пан был создан армянином. Который был приглашен отелем «Империал» в Японии. Есть еще 2 другие гипотезы о других людях. Конечно, нам бы хотелось утверждать, что Мелон Пан создал армянин, но мы не можем с уверенностью это утверждать. На твой взгляд, какие армянские продукты были бы популярны в Японии?
И наоборот. demands on the market in Japan, or and vice versa, if there are any. Думаю, что рижан. Если кто не знает, рижан — это что-то между сметаной и маслом. Японцы очень любят повседневные продукты. Я встречал много японцев, которые посещали Армению и пробовали рижан. Все они говорили, что это очень вкусно, и я тоже так считаю. Я считаю, что если мы привезем рижан в Японию, все его очень полюбят. Но, конечно, это будет очень сложно логистически привезти произведенный в Армении рижан в Японию. Но почему бы не привезти рецепт и готовить его уже там? Можно договориться с молочными компаниями там, заключить соглашение. Еще один продукт, которым японцы могут заинтересоваться, это армянское вино. В Японии производят очень много вина. Но думаю, что людям будет интересно попробовать что-то новое. Например, я недавно нашел прозрачное белое армянское вино. Обычно белое вино имеет желтоватый оттенок, но это очень прозрачное. Похоже немного на японское саке. Что касается названия ресторана, почему вы выбрали название Токио? У нас были разные идеи. Мой бизнес-партнер придумал это название. Вначале я думал о названии In Tokyo, но он предложил убрать In, и так как у нас есть суши-конвейер, мы решили добавить еще 2 буквы О в конце, которые означают тарелки на конвейере. Еще мы можем отделять 3 буквы О и использовать их отдельно в дизайне. Это очень удобное лого в продвижении. Ну и потому что я сам из Токио. До открытия вы изучали другие японские рестораны в Армении. Как японец, что ты можешь сказать о них? В Армении на момент нашего открытия не было аутентичных, настоящих японских ресторанов. Есть рестораны, где готовят очень вкусные суши, но там также можно найти блюда из других стран. Но ресторанов, где готовят только японскую кухню, в Армении не было. Поэтому мы думали, что откроем ресторан и скажем, что основатель японец, шеф-повар японец, и все блюда настоящие японские. В этом наше главное отличие и преимущество. Во многих ресторанах здесь можно найти японскую кухню, но на самом деле многие блюда отличаются от того, что готовят в Японии. Вопрос про армяно-японские социально-экономические отношения. Я знаю, что ты состоишь в нескольких проектах, которые развивают эти отношения. Как ты думаешь, в каких сферах их можно улучшить? Может быть, туризм? Или в чем-то другом? Причина, почему я решил этим заниматься, это помочь в социально-экономическом развитии Армении. Я японец, знаю японский язык, у меня есть знакомые в Японии, поэтому я всегда пытаюсь привлечь японский бизнес или другие проекты для развития экономики здесь. Что касается туризма, у Армении есть большие перспективы в этом. Например, Грузия очень активно рекламировала свой туризм для японцев в последнее время как направление для диджитал-номадов и малого бизнеса. В последние 2 года около 5000 японцев переехали в Грузию и удаленно там работают. Они грамотно построили коммуникацию с японскими инфлюенсерами, представителями государства, чтобы продвигать туристическое направление. Может быть, в Грузии больше инфраструктуры в туризме. У них есть выход к морю, поэтому для японцев Грузия более привлекательна. Но, на мой взгляд, если ты останешься в Грузии, почему тебе не заехать в Армению? Тут тоже есть что посмотреть. Туристы из Японии говорят, что в Армении вкусная кухня и красивые виды. Еще есть возможности в IT-секторе. Япония экономически очень развита. Многие вне Японии думают, что наши технологии тоже очень развиты. Но это не совсем так. Может быть, 15 лет назад это было так, но не сейчас. В Армении довольно-таки развито IT, блокчейн, Deep Tech. В Японии есть развитое аппаратное обеспечение.
Почему бы этим не обменяться, чтобы дополнять друг друга? В прошлом году я обсуждал с министром высоких технологий Армении развитие отношений в этой отрасли с Японией. Мы провели мероприятие для инвесторов, где были представлены местные стартапы. Насколько я знаю, японцы не любят сигналить на дорогах. Как тебе уровень вождения в Армении? Буду откровенным. Вождение в Армении ужасно. У меня есть водительские права, но я не вожу здесь, потому что чувствую беспокойство. Иногда возникают очень опасные ситуации на дорогах. Можешь немного рассказать о своих других проектах? Как я уже говорил, я до сих пор вовлечен в Leadership School. Также я помогаю японцам и японским компаниям, которые приезжают в Армению. Например, я помог одному крупному банку в Японии, у которого есть офис в Тегеране. Они были заинтересованы в Армении. Я им помог и был с ними на связи всегда. Также я помогаю армянским компаниям, которые хотят выйти на японский рынок. У Хироки есть свой канал на Ютубе на японском, где он рассказывает об Армении. Ссылку на него и ресторан Токио я оставлю в описании. Снять и смонтировать этот ролик мне помог репатриант из Беларуси, Аветис, который переехал в Армению несколько месяцев назад. Советую обращаться к нему по вопросам видеосъемки и монтажа. Ссылка на него также в описании. А с вами был Ишхан. Пока.